Всем привет! Праздники позади и впереди масса незавершенных дел, которые тянутся с прошлого года. Станок, но не сегодня, так как есть еще один напрягающий меня фактор – это точильный станок, далее просто точила. Вещь в мастерской незаменимая, но его расположение на верстаке несет за собой как плюсы, так и минусы. Из плюсов это то, что он всегда под рукой, находясь в одной рабочей зоне. Из минусов занимает место на верстаке, мешает при работе с длинными деталями. Но это такое, можно адаптироваться. И самое главное для меня, от чего я хочу избавиться, это вибрация, исходящая от точила по всему верстаку после его выключения. Причина этому также способствуют разновесовые круги на станке, камень и войлочный круг. По-другому никак, ибо пользуюсь и тем, и другим. Точила также применяю как подставку для горелки полуавтомата, это плюс. Ближе к делу, в наличии профильная труба 30 на 20. На листке прикинул размеры будущей конструкции и нарезал необходимые отрезки. Металл весь в коррозии, трусим камерой и все обрезки доведены до блеска. Выкладываю их в том виде, в котором они уже будут похожи на основание конструкции, и фиксирую магнитами. Тщательно перепроверяю ширину, длину, диагонали, чтобы было все ровно. Первый этап завершен, но на заднем плане остались еще пара отрезков. Они также занимают свое место, но в вертикальном состоянии. Задумал вроде что-то несложное, но понял, что на скорую руку делать не нужно, пренебрегая качеством сборки. Ребята, перед тем, как продолжить работать, я хотел бы напомнить, что отдыхать тоже надо. Например, засев в какой-нибудь игре. Но игра обязательно должна быть с мужским характером. Как новинка, о которой я и хотел рассказать. Калибр – это бесплатный тактический экшен про современный спецназ. На выбор представлены бойцы из реально существующих подразделений Германии, России, США и Польши. 4 уникальные роли оперативников: штурмовик, боец поддержки, снайпер и медик. Кем будешь играть, решать только тебе. Я пока что подсел на штурмовика, который решает на коротких дистанциях. С недавним обновлением в игре появилась еще одна большая карта – больница. Она продолжает развивать тему Ближнего Востока, но несколько отличается от других локаций. Отсутствие симметрии и большое количество зданий, которые чередуются с открытыми пространствами, обеспечивает вам полную свободу для тактических маневров. В динамичных PvP все так же проходят жесткие бои с другими игроками, а в PvE миссиях появились новые классы противников, которые обеспечат вам и вашей команде дополнительный челлендж. Хочешь опробовать себя в роли настоящего спецназовца? Тогда качай Калибр бесплатно по ссылке в описании, проходи обучение и получишь 1800 кредитов. Жмение отрезков 15 квадратной, и я привариваю в верхней части горизонтально, строго на одной линии. Из миллиметрового листового режу ножницами заглушки для торцов труб, исключительно из эстетических соображений. Возможно, их нужно было сразу приварить к выступающим трубам, но собирая что-то первый раз, последовательность хромает. Рассуждаю про эти два отрезка, которые сейчас под полотном. Зачистил, заглушил и привариваю на места. Пока что напоминает какой-то детский стульчик. Для усиления необходимо добавить поперечину из той же трубы. Для выступающей части этого все равно недостаточно, поэтому беру оставшуюся трубу, режу на две части и привариваю продольно по бокам. Помимо жесткости, эти трубы послужат стенками для крепления телескопических направляющих, приобретенных в магазине мебельной фурнитуры. Размечаю будущее отверстие и использую направляющие как шаблон, чтобы не промахнуться. Далее дело техники, сверлю отверстие диаметром 3 мм под саморезы. Чтобы убедиться, что все становится и совпадает, прикручиваю направляющие на свои места. Конструкцию убираю пока в сторону, заношу с улицы квадратную трубу. Теперь буду делать навесное. Ржавые отрезки зачищаю и варю из них прямоугольную рамку. Ложу на подготовленный лист металла и свариваю их вместе. Получился такой вот поднос с бортиками.
Далее листовой металл в 2 мм. Нужно раскроить на несколько деталей прямоугольной формы разных размеров. Все готово и зачищено. Из этих частей я сварю ящик. Прежде чем приварить переднюю стенку, я ее усилю отрезком полосы посередине для придания ей жесткости. Все отлично, жесткости предостаточно. Теперь, чтобы ее четко подогнать, буду приваривать ее по месту, расположив ящик на свое место пребывания. Навесные элементы готовы, теперь требуется отверстие под крепление. Чего еще нет, так это задней стенки и верхней полочки. Использую более тонкостенный лист в 1,2 мм. Верхняя полочка под всякую мелочевку. В ожидании пусть небольших вибраций хотелось исключить с нее выпадание мелкого чего-либо с полки. Для этого подготовил металлическую полосу, приварив которую получится небольшой борт, исключающий выпадание мелких чего-либо с полки. Ставлю еще одну галочку в списке завершенных элементов, но это еще не все. Не хватает самой столешницы, ее я сделаю помассивнее из листа в 4 мм. Вырезаю уголки с одной стороны и зачищаю от коррозии лист. Приварив к каркасу, разметил и просверлил пару отверстий под крепление точильного станка. Дополнительно подготовил 4 уголка с отверстиями для крепления к стене. Еще одно дополнение, которое должно быть обязательно. Разметил линии будущего реза, запустил компрессор для работы с плазморезом и, собственно, сам плазморез. И принялся вырезать кружок. Нехитрую деталь приварил по правую сторону. Теперь нужен стакан, но такой, которого ни у кого нет. Попался на рынке штуцер из нержавейки, и гайка к нему как раз подойдет под мои нужды. Все красиво, за исключением одного «но». Не хватает донышка. Подготовил кружок из нержавейки, хорошенько зачистил, обезжирил и принялся варить. Настолько неудобно и непривычно мне варить тик сваркой, что до сих пор никак не освоюсь, да и качество хромает. Вот что получилось, шов зачистил и немного полирнул. Теперь это полноценный стакан. Покрасил новоиспеченное изделие в красный цвет, а ящик с подносом выделил черным. Теперь остается прикрутить направляющий и к ним прикрепить навесное. После сборки возникает вопрос, куда теперь повесить эту полочку, чтобы она вписалась в тесное пространство. Перемещаю компрессор подальше от пыльной среды на противоположную сторону. Будущее расположение полочки определено. Крепить к стене буду 10-ми анкерами, сверлю отверстие перфоратором. Переношу точило на новое место, фиксирую болтами к столешнице. Ну и конечно же стакан из нержавейки также определяю на свое место. Для полного счастья прикупил лампу и прицепил прищепкой к полочке. Теперь точильный станок в обустроенном для работы месте с дополнительным освещением. И глаз радует, и работать приятно. Выдвижной поднос послужит для размещения обрабатываемых деталей во время работы. Демонстрирую на сверлах удобство такого дополнения. Выдвижной ящик постепенно наполнится инструментом и принадлежностями для работы.
Ну а верхнюю полочку, я думаю, ждет та же участь. Пустой точно не будет. На этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. Обязательно подписывайтесь на канал и оставляйте свое мнение в комментариях. С вами был Андрей. Всем пока.